Всем привет! Джейсон снова на связи. В этом видео познакомимся с системой жидкостного охлаждения для процессора Deepcool Gamax L360 ARGB. Внутри все детали упакованы в полиэтиленовые пакеты и форму из прессованного картона. Так выглядит комплект поставки. Он включает в себя все самое нужное для установки данной СЖО на практически все актуальные виды сокетов. Более подробно комплект, а также технические характеристики сможете рассмотреть, поставив видео на паузу. Общие габариты радиатора составляют длина 402, ширина 120, толщина 27 мм. Конструкция алюминиевого радиатора включает в себя 14 каналов для циркуляции хладагента. Расстояние между ними 7,5 мм и заполнено оно алюминиевой гофрированной лентой. На корпусе радиатора присутствуют посадочные места для 6 120 мм вентиляторов. Сбоку на корпусе радиатора присутствует фирменный клапан, задача которого заключается в стравливании избыточного давления от расширения жидкости во время нагрева. Сама компания называет эту систему защиты антилик, и по мнению инженеров Deepcool, данный компонент позволяет исключить вероятность протечек системы. Никакого вмешательства пользователя в работу этого клапана не требуется. Над клапаном находится технологическое отверстие для заправки СЖО хладагентом на заводе. В гарантийный срок Gamax L360 ARGB не предполагается дозаправка, поэтому гарантийная пломба установлена на крышке данного отверстия. Кстати, гарантия на данную СЖО составляет 36 месяцев. Трубки неподвижно соединены с фитингами радиатора. Соединение с водоблоком происходит при помощи угловых фитингов, которые поворачиваются в стороны на достаточно большие углы. Помпа соединена с радиатором гибкими резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке длиной примерно 465 мм. Внешний диаметр шлангов 12 мм. Габариты совмещенного с помпой водоблока составляют: диаметр цилиндрической пластиковой части 79 мм, с учетом угловых фитингов 91 мм, высота 47 мм. На крышке размещен логотип производителя и колечко, которые имеют синхронную подсветку. По информации сети, помпа использует керамический подшипник и работает на 2500 оборотах в минуту. Для подключения водоблока используются два трехпиновых кабеля, оба длиной 280 мм. Один для питания, а второй для подсветки. Медное основание водоблока имеет размер 55 на 55 мм. Изначально закрыто защитной пленкой. Основание ровное и гладкое, без следов грубой обработки. По бокам находятся проушины для фиксации крепежных лап. В качестве вентиляторов здесь используются три фирменные вертушки с маркировкой DF120-2512CM. Они обладают 9 волнистыми лопастями, сделанными из полупрозрачного пластика. Светодиоды подсветки встроены в статор по центру. Выполнены на гидродинамическом подшипнике. Доступный диапазон скоростей регулируется при помощи шим и составляет от 500 до 1800 оборотов в минуту. На уголках вентиляторов приклеены вибропоглощающие резинки. Каждый вентилятор имеет по два коннектора, один из которых четырехпиновый длиной 280 мм используется для питания и регулировки скорости вращения, а второй трехпиновый длиной 380 мм для управления подсветкой. Для работы подсветки материнская плата должна поддерживать колодку плюс 5 вольт. В комплекте есть специальный переходник длиной 50 см. Если же ваша плата лишена такой функциональности, то можно воспользоваться комплектным контроллером с питанием по интерфейсу SATA. Две крайние кнопки на контроллере переключают режимы свечения, а центральная регулирует скорость воспроизведения эффекта. Если зажать ее более чем на 3 секунды, можно включать и отключать подсветку. Общая длина шнура 65 см. Благодаря подробной инструкции проблем с установкой и подключением данной СЖО у вас точно не возникнет. Я покажу установку на примере сокета 1151. Устанавливать буду на переднюю панель корпуса Deepcool CL500, обзор которого у меня был недавно на канале. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании под видео, а также сейчас появится в правом верхнем углу. Ну что ж, приступим.
like that we're getting closer to a brand new night. The past is finally getting over. I really think it's time to say goodbye. I don't know what starts to control me. I'm letting go another soul that's underneath. I don't really care about this all. It's the fall that kills me. With our back against the wall, just feed the beast and you'll see. Wait for me. I know when I die inside my reality. Wait for me. Как видно, в моем варианте с установкой данной СЖО никаких проблем не возникло. Однако есть нюанс. В таком установленном положении помпы, как у меня, ее угловые фитинги перекрывают первый слот оперативки. Для меня это не критично, так как он у меня не используется, но вам данная информация однозначно пригодится. После 20 минут стресс-теста в AIDA 64, разогнанный до 4,7 ГГц нескальпированный процессор Intel Core i5-8600K, работающий на напряжении в 1,3 вольта, максимально прогрелся до 68 градусов. При этом вентиляторы Gamax L360 работали на скорости немного более 1000 оборотов в минуту. Акустически на такой скорости они достаточно тихие и почти не выделяются из общей композиции системника, что не может не радовать. К помпе претензий не имею, она тихая и также не выделяется из общей звуковой картины. Дальнейшее повышение скорости вращения вентиляторов до 1500 оборотов в минуту, а также до максимальных 1800, дает снижение температуры всего на 1 градус, а акустический комфорт от этого страдает очень сильно. На максимальных оборотах рядом с системным блоком сидеть вообще не хочется, так что конкретно в моем варианте по настройке скорости вращения вентиляторов меня всецело устраивает первый вариант, то есть чуть более 1000 оборотов в нагрузке. На этом у меня все. Если вас заинтересовала данная СЖО, то актуальные цены на нее, как всегда, найдете в описании под видео. Не забудьте поставить лайк этому видео, а также написать что-нибудь доброе в комментарии. Подписка на канал также приветствуется. Всем добра и отличного настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. Услышимся в новом видео. Покедова!